Тема сегодняшней лекции – демографический кризис современного общества. Первый вопрос – теория Томаса Мальтуса. Томас Мальтус был основателем науки о росте народонаселения, то есть демографии, основателем демографии. Годы его жизни 1766-1834. Он был английским священником, затем профессором кафедры современной истории и политической экономии в колледже Ост-Индской компании. Его главная книга «Очерк о законе народонаселения». Она была издана в 1798 году. Мальтус утверждал, что производство продовольствия в мире растет в арифметической прогрессии. То есть, пример прогрессии арифметической – это 1, 2, 3, 4, 5. То есть, нужно прибавлять единицу. В то время как население Земли растет в геометрической прогрессии. То есть, 1, 2, 4, 8, 16. То есть, нужно умножать на 2. Это неизбежно приводит к ситуации, когда большинство людей сталкиваются с угрозой голодной смерти. То есть продовольствия на всех не хватает. Выжить в таких условиях могут только самые сильные и жестокие. Эти идеи вдохновили Дарвина и Уоллеса на создание в биологии теории о борьбе за выживание, теории биологической эволюции. Чтобы люди могли избежать нищеты и голодной смерти, эпидемии и войн за кусок хлеба, Мальтус предложил следующие меры для решения проблемы перенаселения. Первое. Отказ от вступления в брак бедных людей. Второе. Соблюдение строгих норм морали до вступления в брак. То есть запрещены половые отношения до вступления в брак. Третье. Отказ от программ социальной помощи бедным. То есть пусть бедные вымирают и не дают потомства. Однако Мальтус выступал против контроля над рождаемостью, полагая, что если бы супружеские пары имели возможность легко ограничивать число детей, первичный стимул к социально-экономическому прогрессу оказался бы утраченным. То есть люди стали бы вести праздный образ жизни, и в общем наступит бы застой. То есть, раз нет детей, то ни к чему и работать. В дальнейшем идея контроля над рождаемостью как средство борьбы с непропорциональным увеличением количества населения стала играть главную роль в концепции так называемого неомальтузианства. То есть они предлагали одно средство для ограничения рождаемости. То есть контроль над рождаемостью. В социальной иерархии люди располагаются по принципу наиболее приспособленных. То есть элита – это наиболее приспособленные люди, а чернь – это наименее приспособленные люди. Второй вопрос – демография. Демография – это наука о численности, составе и изменении народонаселения, то есть о росте и снижении народонаселения. В 90-е годы 20 века население России сокращалось катастрофическими темпами. Из-за этого
начали закрывать школы, детские сады и ясли. То есть в 90-е годы было мало детей. Ну, из экономических трудностей, из экономических проблем. Большинство людей винит в этом экономический кризис. Но пример западных стран показывает, что экономическое процветание не всегда приводит к повышению рождаемости. Темпы роста народонаселения являются одними из самых драматических показателей. 1 миллион лет назад население всего мира составляло лишь около 125 тысяч человек. Это миллион лет назад. Дальше. 300 тысяч лет назад уже 1 миллион человек. К Рождеству Христову уже 285 миллионов человек. Ну, население США. Это к Рождеству Христову. В 1930 году 2 миллиарда человек. В 1960 году 3 миллиарда человек. В июне 2018 года 7,6 миллиарда человек. Просто ужас, как растет население. Главные принципы демографического взрыва. Демографический взрыв начался в Европе в XIX веке. В средние века в Европе были высокие уровни рождаемости и уровня смертности. Детей рождалось много, но их не умели лечить, и большая доля детей умирала от эпидемий и голода, и проблем не было. Поэтому прирост населения был минимальным в средние века. Например, у Петра I от 2 жен было 14 детей, из которых выжило только 3, это у царя. В новое время уровень рождаемости оставался высоким, но улучшилось медицинское обслуживание и повысилось благосостояние. Это стало причиной демографического взрыва в период индустриализации. Причины снижения рождаемости в современных развитых странах. В 20 веке рождаемость и смертность в России, Европе и Северной Америке снизилась. Поэтому прирост населения стал снова минимальным. Население некоторых стран даже стало сокращаться. Это и есть демографический переход. Это особенно опасно на фоне демографического взрыва в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Такое демографическое положение неизбежно приводит к миграции или даже к нашествию населения из Азии, Африки и Латинской Америки в Европу, Северную Америку и в Россию. Первым предвестником такого нашествия стал исламский глобальный терроризм. Существуют прогнозы о возможности Третьей мировой войны Запада против исламских государств. Россия находится на границе демографического взрыва. На южных границах России находятся страны с высокими темпами роста населения. Это Китай и исламские страны. В Китае пытались бороться с чрезмерным ростом населения с помощью налогов на второго ребенка, что
привело к появлению подпольных, незарегистрированных детей. В России демографический взрыв был в XIX веке, начале XX века, но прирост населения, полученный в результате этого взрыва, был уничтожен в ходе ужасных исторических катаклизмов, выпавших на долю русского народа в XX веке. В Советском Союзе в конце 50-х годов XX века были демографические проблемы, ставшие последствиями Второй мировой войны, так как во время войны родилось очень мало детей, и очень много мужчин погибло во время войны. Сегодня много русских людей мигрирует из стран ближнего зарубежья в Россию. В древности примером миграции являлось великое переселение народов. Это гунны, авары, готы, свевы, вандалы, бургунды, франки, англы, саксы, лангобарды, славяне. Это переселение произошло в IV-VII веках нашей эры. В VII-IX веках нашей эры произошла миграция арабов, норманнов, протоболгар, мадьяр, то есть венгров. Миграция из Европы в США особой интенсивностью отличалась в XIX-XX веках. Следующий вопрос. Другие причины снижения и повышения рождаемости в глобальном мире. Мальчиков рождалось всегда больше, чем девочек, но мужчины умирают в более раннем возрасте по сравнению с женщинами. Малая численность подростков приводит к нехватке рабочей силы. Городские жители имеют меньше детей, чем сельские, так как для сельских жителей много детей означает много рабочих рук в подсобном хозяйстве. Все высокообразованные женщины имеют мало детей, так как эти женщины в детородном период своей жизни вынуждены тратить время в первую очередь на образование и карьеру. Прежде чем принять решение завести ребенка, родители делают подсчет возможных затрат и своих доходов. Ну и делают вывод, стоит иметь детей или не стоит. Смогут они прокормить ребенка или не смогут. В большой семье родители выступают против получения детьми высокого уровня образования. То есть учиться не надо, иди работай. Много детей умирает в возрасте до 1 года, так как у них в недостаточной степени выработан иммунитет к заболеваниям. На уровень смертности влияют санитарные условия, то есть качество питьевой воды и так далее, качество медицинского обслуживания, качество питания. Следующий вопрос. Население России. На 1 января 2018 года по оценке Росстата в России было 146 миллионов 880 тысяч постоянных жителей. По этому показателю Россия занимает 9-е место в мире по численности населения после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Нигерии и Бангладеш. Городское население России составляет 81% в 2018 году.
В 2013 году в России наблюдался первый естественный прирост населения впервые с 1991 года. В период с 1991 по 2013 годы в России имел место демографический кризис. В 2015 году, по данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,8. Данный коэффициент означает среднее количество рождений детей у одной женщины в гипотетическом поколении за всю ее жизнь. То есть в среднем в России женщина не имела даже 2 детей. Суммарный коэффициент рождаемости в мире сократился с 5 на женщину в первой половине 1960-х годов до 2,56 в 2005-2010 годах. В развитых странах этот коэффициент снизился до 1,57 к концу 20 века. Так что в России-то еще побольше будет. В России 1,77. Это покрывается иммиграцией в эти страны из менее развитых стран. Самый высокий суммарный коэффициент рождаемости в мире в Нигерии. Этот коэффициент в Нигерии равен 7 целых. То есть женщина в Нигерии имеет 7 детей в среднем. В 2015 году. Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре 0,81. Даже одного ребенка нет на женщину в Сингапуре. Русские составляют около 81% от общей численности населения России. Эта доля оставалась стабильной в течение последних нескольких десятилетий, несмотря на официальное превышение смертности над рождаемостью. Русские расселены по территории страны неравномерно. В некоторых регионах, таких как Чечня, русские составляют менее 2% населения. А в Ингушетии русские составляют 0,8% населения республики. Также выделяется 6 других этнических групп в России численностью более 1 миллиона человек. Это татары 3,9%, украинцы 1,4%, башкиры 1,1%, а также чуваши, чеченцы и армяне. Доля традиционно мусульманских народов в населении России составляет около 10%. Мусульман в России 10%. Россия вошла в десятку государств с самым низким соотношением числа людей трудоспособного возраста к количеству пенсионеров. То есть скоро будет некому кормить пенсионеров. В России на одного пенсионера приходится 2,4 занятых гражданина. В Китае это соотношение равно 3,5. В США 4,4. Повышение доли пенсионеров в составе населения России и рост средней продолжительности жизни заставил руководство России провести в 2018 году пенсионную реформу, согласно которой возраст выхода на пенсию для мужчин
будет постепенно повышен с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 60 лет. Ну, просто не будут доживать до пенсии, что мы сегодня и наблюдаем. Средняя продолжительность жизни в России продолжает увеличиваться и на начало 2016 года составляет 71,4 года. Для мужчин, значит, мужчины живут в среднем 66 лет, женщины 77. На 10 лет больше женщины живут, потому что меньше работают женщин. В то же время занявшие первое место по продолжительности жизни мужчин, израильтяне, живут в среднем 80 лет. Британцы 78 лет. Испанцы 78 лет. Следующий вопрос. Демографический кризис в Российской Федерации. Для сохранения численности населения на одном уровне нужен суммарный коэффициент рождаемости 2,1. То есть одна женщина должна рожать хотя бы двоих детей. Даже побольше. Но сегодня рождаемость равна в России 1,777. Россия не достигает этого уровня. Начало современного демографического кризиса относят к 1960-м годам 20 века, когда сформировалось суженное воспроизводство населения. Суммарный коэффициент рождаемости упал с 2,5 до 2. Положение серьезно усугубилось в начале 1990-х годов, когда резко сократилась рождаемость. Суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,157 в 1999 году. Ну что, вообще один ребенок в семье. В целом, аналогичные тенденции характерны для индустриального общества и развитых стран, где завершился демографический переход. Следующий вопрос. История. В конце 19-го, начале 20 века в России наблюдался самый высокий уровень рождаемости в Европе. Население России устойчиво росло примерно на 1,7% в год. Этот быстрый рост населения Российской империи стал одним из факторов, которые привели к Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войне 1918-1922, годы этой гражданской войны, братоубийственной. В 20 веке Россия пережила несколько демографических кризисов, возникновение которых связывается с следующими событиями. Первое. Первая мировая война 1914-1918 и Гражданская война. Несмотря на миллионы погибших и покинувших страну, большого демографического ущерба для России эти события не нанесли, так как уровень рождаемости в России оставался высоким. В Первую мировую погибло порядка 1 миллиона человек русских. В Гражданскую войну 13 миллионов примерно. Но эта убыль населения была покрыта за счет высокой рождаемости. Так, второе. Кризис. Коллективизация и голод, как последствия коллективизации. 1932-1933.
приведшая к форсированному развалу сельского уклада жизни и чрезвычайно быстрая урбанизация в 1929-1934 годах. Ну, просто весь хлеб вывезли за границу, купили станки, а люди поумирали. Вот так вот делали коммунистические власти. Третий кризис. Вторая мировая война. Депортация народов и послевоенный голод. Резкое сокращение числа мужчин после войны из-за военных потерь. Рождаемость в годы войны резко снижается и составляет только 20 или 30% от уровня 1938 года. После 1948 года в СССР, благодаря развитию государственной медицины, распространению антибиотиков, восстановлению и росту экономики и уровня жизни, произошло резкое падение детской смертности и имел место всплеск естественного прироста, то есть дети перестали умирать. И уже к 1955 году население страны достигло послевоенного уровня. Следующий кризис. Практически двукратное падение рождаемости в 1928-1993 годах. То есть рождаемость упала в 2 раза. В отличие от хрущевского времени, это не сопровождалось ростом числа абортов. То есть при Хрущеве выросло число абортов, а в начале 90-х этого не было. В периоды экономического спада 90-х и начала 2000-х годов также наблюдался повышение уровня смертности, что было связано с резким падением уровня жизни населения, сокращением численности рабочих мест и занятости, ростом преступности и ростом потребления алкоголя, наркотиков, их суррогатов на душу населения, особенно среди молодежи и населения в трудоспособном возрасте. То есть начали пить спиртик неизвестного качества, ну и умирали от спиртика. Так. С 1925 по 2000 год суммарный коэффициент рождаемости в России снизился с 6,8% до 1,21 ребенка на одну женщину. Вот такое катастрофическое снижение рождаемости. Из них 71% общего снижения приходится на 1925-1955 годы. Несмотря на этот спад и потери в результате войны, население РСФСР за 1925-1955 годы выросло на 25 миллионов человек. Резкий спад коэффициента рождаемости произошел в начале 90-х годов. В то же время смертность в России стала устойчиво превышать рождаемость. С 2009 года рождаемость постепенно стала расти. После первых 3 кризисов численность населения в стране удавалось восстановить. То есть даже после Второй мировой войны численность населения удалось восстановить. В РСФСР суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже уровня простого воспроизводства поколения еще в 1964 году. Ну, то есть стали уже вымирать при Хрущеве.
немного превысил этот уровень в середине 80-х годов. Ну, там была борьба с алкоголизмом, может, помогло поднять рождаемость. Небольшой рост рождаемости произошел в 1985-1987 годах, что было связано с краткосрочным эффектом от антиалкогольной кампании. Однако с 1988 года рождаемость начала падать. А вскоре начался четвертый демографический кризис, связанный с распадом страны, начавшимися экономическими реформами, которые назывались шоковая терапия, сокращением рабочих мест и падением уровня жизни. В 1992 году впервые была зафиксирована естественная убыль населения. Численность населения России с 1989 по 2002 год сократилась на 1,8 миллиона человек, то есть на 1,3%. Особенно велика была смертность среди российских мужчин. Начиная с 2001 года естественная убыль населения постоянно сокращалась. Численность населения России до 2008 года сокращалась на несколько сотен тысяч человек ежегодно. В 2008 году естественная убыль населения России была скомпенсирована миграционным приростом, в результате чего снижение численности населения практически прекратилось. Итак, снижение населения прекратилось в 2008 году за счет иммигрантов из ближнего зарубежья. В целом за 2011 год население страны впервые возросло и в дальнейшем продолжало возрастать, главным образом за счет миграционного прироста, так как рождаемость и смертность коренного населения России сегодня примерно сравнялись. Следующий вопрос. Причины современного демографического кризиса в России. Первое. В результате демографического перехода рождаемость в России упала до уровня развитых стран, в то время как снижение смертности пока не достигло соответствующего показателя развитых стран. Вторая причина. Низкий уровень жизни в значительной части населения, отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Вот причина демографического кризиса. Третье. Фактическое отсутствие реальной государственной поддержки материнства и детства, за исключением материнского капитала. Символический уровень детских пособий. Четвертая причина кризиса. Очень высокий уровень женской занятости из-за невозможности обеспечить семью только из доходов мужа. Таким образом, слишком быстрое введение рыночной конкуренции и частной собственности в России привело к демографическому кризису. Но у России просто не было другого выхода. Следующий вопрос. Смертность и продолжительность жизни в России. По состоянию на октябрь 2016 года, по данным ЦРУ, Россия занимает 10-е место среди стран мира по показателям смертности на 1000 человек населения. У нас в России умирает 13,6 человека в год на 1000 человек.
Смертность среди российских мужчин и женщин в трудоспособном возрасте выше среднеевропейского показателя. Однако детская смертность в России пока лишь немного выше, чем в среднем по Европе. Следующий вопрос. Основные угрозы жизни. То есть от чего люди умирают, особенно мужчины. Первое. Спиртные напитки. Я говорю, спиртик пьют. С 2004 года в России началось устойчивое снижение смертности от отравления алкоголем. То есть перестали пить спиртик. В 2009 году по этой причине умерли 21 тысяча человек, что является самым низким показателем после 1992 года. В России с 2000 до 2014 год удалось снизить потребление алкоголя на 11%. И тоже перестали пить водку, а стали в основном пить пиво. Причем употребление крепких напитков удалось сократить на 27%. То есть водку стали пить меньше, на 27%. Это результат введения мягких запретительных мер, ограничения торговли алкоголем в ларьках, ограничение торговли по времени, повышение акцизов. Демографы предполагают, что именно сокращение употребления алкоголя позволил добиться снижения российской сверхсмертности среди мужчин. Вторая причина смертности – табакокурение. Ну, честно говоря, сегодня, мне кажется, женщины курят больше, чем мужчины. Ужас. Сегодня курит 35% россиян. 20% из них выкуривают в день одну пачку и более. Я тоже курил пачку в день, но бросил. Лет 30 назад и больше не курил. Так, третья причина. Высокий уровень насилия в обществе. С 2002 года в России наблюдается устойчивое снижение количества убийств и самоубийств. К 2009 году число самоубийств снизилось до 37 тысяч, а число убийств снизилось до 21 тысячи. Следующая причина – дорожно-транспортные происшествия. В 2009 году в России в результате несчастных случаев на транспорте погибли 30 тысяч человек. В последние годы наблюдается устойчивое снижение смертности в результате ДТП. Следующая причина – плохая экология. И последняя причина – социальное заболевание сифилисом и туберкулезом. Ну, я уже говорил, что туберкулез широко распространяется в тюрьме. В последние годы наблюдается устойчивое снижение заболеваемости сифилисом и стабилизация заболеваемости туберкулезом. Следующий вопрос. Статистика абортов. Начиная с конца 1920-х годов произошло широкое распространение абортов в России. Запрет абортов в 1937 году не привел к их существенному сокращению. С 1954 года в СССР прекращено преследование за аборты. А с ноября 1955 года вновь разрешены свободные аборты, проводимые по желанию женщины, исключительно в медицинских учреждениях, что привело к значительному росту
количество абортов. СССР занимал одно из первых мест в мире по количеству абортов на число рожденных детей. Пик числа абортов пришелся на 1965 год. 5,6 миллиона абортов, что было максимальным за всю историю России. За период с 1990 по 2011 годы число абортов сократилось с 4 миллионов до 989 тысяч в год, то есть 4 раза. В 1990 году приходилось 206 абортов на 100 рождений. Вот так. 206 абортов на 100 рождений. А в 2011 году уже 55 абортов на 100 рождений. Но все-таки в 2010 году Россия занимала первое место в списке 40 промышленно развитых стран мира по числу абортов на число родившихся. Максимум отношения числа абортов к числу рожденных наблюдалось в конце 1960-х годов. 264 на 100. Второй меньший пик в 1990 году. 235 на 100. Следующий вопрос. Возможные последствия малодетности. Первое. Постарение совокупной рабочей силы в стране и, как следствие, повышение пенсионного возраста. Нехватка трудовых ресурсов. В мае 2014 года безработица России достигла исторического минимума. В частности, из-за сокращения экономической активности населения, в общем, до 75 миллионов. Это количество активного трудоспособного населения. Так, второе последствие малодетности. Нехватка призывного контингента. С 2000 по 2017 год численность школьников в России сократилась на 22%. К 2020 году количество мужчин призывного возраста может сократиться более чем на треть. То есть некому Россию защищать. Низкая плотность населения на российском Дальнем Востоке увеличивает опасность развязывания Китаем военного конфликта. На российском Дальнем Востоке проживает чуть менее 6 миллионов человек. Для сравнения, численность северо-восточного Китая составляет 120 миллионов человек. Японии 130 миллионов человек. Депопуляция, то есть сокращение населения, затрагивает русский народ в большей степени, чем другие народы России. Так, в 2015 году при общем росте населения в России во всех населенных русскими районах наблюдалась убыль населения. То есть даже сегодня русский народ продолжает вымирать. В русских регионах самая низкая рождаемость. А самая высокая рождаемость в России наблюдалась в национальных республиках. На Кавказе, Тыва, Алтай, Якутия, Бурятия. Следующий вопрос. Пути выхода из кризиса. В 2007 году была принята концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года. В России при рождении детей их родители получают разовые выплаты. На содержание детей малообеспеченным семьям выплачивается ежемесячное пособие. С января 2018 года введена ежемесячная выплата пособия матери при рождении первого ребенка в размере одного прожиточного минимума до достижения ребенка возраста 1,5 года. В послании Федеральному собранию в 2006 году президент Путин сформулировал ряд мер по стимулированию рождаемости, включая крупные выплаты на рождение второго ребенка. В частности, был принят закон о материнском капитале, в соответствии с которым семьям выделяют денежные средства для участия в ипотеке, в оплате образования, прибавки к пенсионным накоплениям и другие. В 2018 году материнский капитал составлял 453 тысячи рублей за рождение одного ребенка. Хочется верить, что российский народ в будущем сможет решить демографическую проблему. Другого выхода нет, иначе нас просто завоюют.